Здравствуйте, друзья! Сегодня видео о вредителях на орхидеи. Причем не обо всех вредителях, которые могут вдруг оказаться на наших орхидеях, а именно о клещах. Для меня трипсы, тля или мучнистый червец никакого страха у меня к ним нет. Но, впрочем, как и ко всем вредителям. Хочу сегодня рассказать вам о клещах. Клещи, вот для нашей сухой местности, для меня это самый злой враг, который может быть на орхидеях. Причем вы знаете, что я уже неоднократно вам рассказывала о клещах, и у меня есть такой препарат, как Карамайт. Это японский препарат. Я им обрабатывала все свои орхидеи. Хочу вам сказать, да, он действительно очень действенен. Поэтому, наверное, очередное нападение клещей в очень засушливый период. У нас в этом году 3 месяца не было никакого дождя. Вообще даже капельки не упало. И вот за это время, как они проникают? У меня орхидеи стоят на балконе. Конечно, открыты окна. Даже сеточки, которые как бы от комаров, для клещей это огромные ворота, в которые они могут просто влететь. Потом у нас в этом году были пыльные бури. У нас рядом очень много степей. Пыльные бури были страшные. Неделю мело так, что я потом свои орхидеи, наверное, дней 10 просто отмывала от налета пыли. Такой, знаете, рыжей пыли. Ну и вот как раз таки, когда я начала отмывать орхидеи, потому что, во-первых, неделю мело, потом, пока это все улеглось, пока это все осело на листиках, я начала их промывать. Но так как я обрабатывала Карамайтом, я вообще-то не волновалась ни о каких клещах. Но когда начала промывать от пыли, поняла, что на 3 орхидеях, я поставила 3 горшочка с орхидеями, я всего на 3, вот в 3 этих горшочках и на этих орхидеях, я нашла клеща. Ну, представляете, наверное, какая это работа, когда ты видишь, вот стоит орхидея, а рядом с ней еще 6 штук. То есть пересмотреть нужно абсолютно все орхидеи. И вы знаете, что у меня есть микроскоп. Поэтому я всех вредителей вижу именно в микроскоп. Старенький у меня микроскоп, он вот такой. Он 40-кратный, очень старенький, уже потертый, я его очень люблю. С ним удобно смотреть, у него есть подсветочка. С ним очень удобно так наклониться и посмотреть, что же там, даже если какое-то пятнышко появляется. В общем, что-то очень удобно наклониться и посмотреть. Но у меня появился еще один микроскоп. Ой, видео, наверное, будет длинное, потому что рассказ про клещей, он не может быть, просто в 5 минут невозможно рассказать. Мне муж на Алиэкспресс заказал еще вот такой микроскоп. Этот микроскоп для телефона. Меня кто-то спрашивал, как им пользоваться. Сейчас сразу покажу, как им пользоваться. У моего телефона вот здесь камера. Микроскоп надевается на камеру. Вот так. Включается телефон. И включается камера на телефоне. Вот так она включилась. Приставляем к листу. И просто можем увеличить. Да-да-да, забыла вам сказать, что здесь тоже есть подсветка. Она включается. Сейчас включу подсветку. И вот здесь еще одно есть колесико, которое наводится на резкость. Давайте вот так вам покажу. Вот здесь внутри. Вот линза двигается. Ближе. Дальше это наводка на резкость. Приставляем к листику. Можно увеличить телефоном. Можно еще добавить резкости этим маленьким колесиком. Вот эти белые пятна,
вот эти белые пятна на телефоне, как раз покусы клещей. Вот так их видно в микроскоп. Микроскоп 60-кратный. И вот этим микроскопом можно через телефон записывать видео. И можно делать фотографии. Давайте все это сейчас уберем и расскажу вам дальше. Кстати, стоит микроскоп недорого, по-моему, где-то от 350 до 500 рублей. Вот этот микроскопчик. Вот на нем написано, что он 60-кратный. И вот представляете, когда я тем маленьким микроскопом обнаружила клещей, у меня так получилось, что я сняла один листик. Вот здесь у меня был листик, который начал желтеть. Почему я еще внимание так обратила? Думаю, хорошая вроде орхидея, посажена нормально. Но листик стал желтеть. Я этот листик, сначала посмотрела в микроскоп, почему, увидела клещей, сняла этот листик, он еще так желто-зелененький был, там что-то предполагалось. И вот этим вторым микроскопом я вам сняла видео, когда нашла живого клеща. Сейчас здесь пойдет рядом изображение этой съемки, и вы увидите, что нашего врага надо знать в лицо. Может быть, для кого-то это совсем не интересная информация, потому что есть регионы, в которых просто все время идут дожди, хорошая влажность. Тогда клещ там, его может и не быть, он может неактивный быть, он размножается очень плохо. Поэтому у кого влажный регион, проблем с такими клещами вообще нет. А вот у кого засушливые регионы, это да. Или у кого в квартире очень сухой воздух, тогда все бывает. В общем, здесь идет картинка, вы видите этого ползающего клеща. Обратите внимание, что вот он ползает, и вдруг у него на лапке что-то прицепилось. Может быть, это пылинка. Представляете, что это съемка, микроскоп 60-кратное увеличение, плюс увеличение телефоном. Вот это крошечный, он крошечный. Вы его никогда не увидите простым глазом и в лупу. Это, если в лупу смотреть, там какие-то маленькие красненькие пятнышки. Вы его не разглядите. А вот в микроскоп его видно хорошо. И говорят, что клещи, они там как-то очень медленно двигаются. Посмотрите, какой шустрый. Как он бегает. И вот к нему, к лапке, цепляется какая-то пылинка. И вот он эту пылинку за собой тащит и бегает по орхидее. Прямо бегает. Я бы сказала, что это активное движение у клеща. Вот так они разносят всякую разную заразу. Бактериалку, вирусные заболевания, гнилостные всякие разные заболевания. Клещи опасны тем, что не только разносят бактериалку, но для того, чтобы проследить их опасность, надо немножечко знать теорию о клещах. Буквально пару слов. Клещи относятся к паукообразным. И когда многие говорят, что есть вторичные признаки появления клещей, например, там липкие пятна, или они оставляют за собой следы. Нет, трипсы оставляют за собой следы. Трипсы прямо сильно сразу кусают, и это видно, что трипсы. А клещ работает долго. И пока вы увидите эти вторичные признаки, а вторичные признаки, сейчас я вам покажу эти вторичные признаки, эти покусы именно, то пройдет очень много уже времени, потому что они очень мелкие и долго вот это вот грызут и сосут орхидею. И когда вы, вернее, увидите уже эти какие-то признаки появления у вас клещей, пройдет очень много времени, и колония будет огромная. Клещи за собой не оставляют никаких липких следов. Паукообразные, подумайте, это совсем другой вид. Они могут только оставлять прокусы на орхидеях. Вот такие листики с серебристыми покусами. Вот такие признаки клещей. Вот такие покусы у клещей. Когда огромная колония и начинают стремительно размножаться самки, откладывать яйца, они очень
даже по листикам, это уже когда огромная колония. Они сначала заселяются в пазухи. Самка, предохраняя свою кладку, лезет вот туда, вовнутрь, глубоко, и там откладывает, несметное количество яиц. Кстати, я вам уже про клещей рассказывала, ссылочку оставлю на видео, в котором я именно рассказывала, какие у них стадии, как они размножаются. И вот когда такая огромная кладка, вот смотрите, у меня под листом, вот они так проели, так высосали все соки из растения, что здесь осталось вот такое черное пятно. Сейчас еще где-то было нагляднее видно вот эти 3 растежки, которые у меня были с клещами. Вот еще вот такие серебристые пятна оставляют клещи. Вот эти серебристые пятна. Клещи очень любят вот в этих спящих почках, вот туда вовнутрь влезть. Нам-то кажется, что там и расстояния никакого нет, но они такие мелкие, что туда тоже заходят и там тоже оставляют кладки. И очень любят цветоносы. Если молодой цветонос, вот посмотрите, вот сейчас этот цветонос здоровый, блестящий, все бутончики блестящие. Здесь очень нежные ткани, и они очень любят поселяться в бутончиках и прокусывать эти бутончики. Почему не цветет орхидея? Кстати, один из вариантов, когда почему отпадают бутоны, просто их съели клещи. И съедают еще так. Вот эти 3 горшочка пострадали у меня очень сильно. Вот эти уже, это новый листик вырос. Смотрите. Во-первых, вот эти все прокусы, они когда кусают, они нарушают межклеточные связи. Они высасывают сок из орхидеи. И орхидея, она становится такой уязвимой. И сейчас вот на этом листике вам еще и покажу, как же они разносят бактериалки всякие разные. Здесь я все успела обработать фитоловином. Вот эти черные пятна, это как раз таки, это не работа клещей, это то, что они смогли разнести на своих лапках. И вот они сухие тоже пятна, вот там они любят очень поселиться. Вот такие сухие пятна остаются после работы клещей. Сверху их нет, они там все внутри. Просто сначала яйцо, потом личинка, и личинка, когда вылупляется, она просто хочет есть. Ей же надо очень быстро вырасти до огромного половозрелого клеща, чтобы продолжить свой род. Какие они живучие. Ну, матушка природа, она, конечно, она очень удивляет. Вот мы их травим, а они все равно приспосабливаются. Ну, в общем, всего на 3 орхидеях я нашла этих клещей. И вот тут я вам хочу сказать о работе Карамайта. Конечно, я обрабатывала. И вы представляете, как я смотрела для того, чтобы не пропустить больше ни одного клеща, ни одного маленького яйца, ни одной личинки. Эта работа заняла большое количество времени. Снимать просто в тот момент было невозможно, потому что я с утра до вечера пересматривала всю коллекцию. Да, тяжело, конечно, это. И вот это, наверное, все-таки заслуга Карамайта. Он предохраняет. У него есть трансламинатная функция. Даже если забежал какой-то клещ, укусил и тот же сдох. И нашла я вот только на этих 3 горшочках. Причем, хочу вам заметить, вот на этих 2 растениях был клещ, а на 3-м нет. Но никто ни от чего не застрахован. Поэтому хочу вам еще рассказать о нескольких препаратах, которые я в этот раз использовала. Фитоверм я вам уже рассказывала и показывала, и ссылочку оставила. Вот такой препарат, как Чистотел пудра, тоже уже показывала. А еще я просто пошла в садовый магазин
поговорила с работниками магазина, сказала, мне вот нужно то-то, то-то и то-то для обработки клещей. Потому что, ну, Карамай там обработала, например, 2 раза. Природа-матушка, они просто приспосабливаются. Они вырабатывают резистентность к определенным препаратам. Пройдет полгода, можно обрабатывать снова тем же препаратом. Появятся они или не появятся, большой вопрос. Надеюсь, что в зимний период сейчас я с ними со всеми справилась и больше они не появятся. Но летом у нас никто от этого не застрахован. Открытые окна, открытое все. И еще хочу вам сказать, что трипса, клещей мы можем принести просто в любое время года с любого рынка, из простого магазина, потому что сейчас поставки всякой разной зелени, корнеплодов, еще чего-то. Вот на капусте трипса можете принести, кстати, на любом укропе. Поэтому никто ни от чего не застрахован. А если вам еще в зимний период дарят цветы на 8 марта, букеты, все что угодно может появиться, все что угодно. Поэтому предупрежден, значит вооружен. Мне посоветовали 3 вот таких препарата. Один из них Топеки, не знаю, как правильно произносится. В инструкции не написано, что он именно от клещей, но я нашла, что его используют от клещей, разводят четко по инструкции, как здесь написано, обрабатывают 3-4 раза. Ну, ничем не отличается от нашего фитовирма. Но наш фитовирм, он работает только по живому клещу. Он не работает ни с личинками, ни с нимфами, ни с яйцами, ничем, ни с чем. Только живого клеща вы можете уничтожить. Поэтому фитовирмом обработки длительные. Здесь пишут, что 3 обработок достаточно, потому что он работает и с нимфами, и с личинками. Биокрил. Прекрасный препарат, у которого есть трансламинантная функция. То есть он накапливается в листиках растений и защищает растения целый месяц. То есть укусил, и у него начинается кишечное расстройство, и он перестает питаться. Это тоже очень хорошо. Биокрил – это инсектоакарицид на основе абамектина. То есть вот таким препаратом нужно 2 обработки, потому что у него есть еще трансламинантная функция. И самый, на мой взгляд, хороший препарат – это Амайт. Здесь во флакончике 5 мл. Мне даже дали печатную инструкцию. Конечно, я прочитала о нем еще в интернете. Вот этот препарат действует на личинку, на нимфу и на взрослую особь. Но на яйца он не действует. Поэтому обработка им нужна тоже минимум 2 раза. Причем они здесь даже пишут, что все равно этот препарат нужно обязательно совмещать с другими препаратами. То есть один раз обработали этим препаратом, другой раз, например, обработали топеки, типеки, и 3-й раз опять обработали амайтом. И вот об этом препарате я нашла информацию, что этот препарат стерилизует самок. То есть следующей кладки яиц не будет. Поэтому можно сделать 3 обработки. Например, амайт, топеки, амайт. Он тоже имеет трансламинантную функцию и защищает наше растение на 3-4 недели. В общем, я делала так. Вот именно так, как я вам рассказывала. Я применила вот этих 2 препарата. Прошло уже больше месяца. Ни одного клеща, ни одного яйца на этих растениях нет. За это время
Посмотрите, вырастили они цветоносы. Да, после нападения клещей они ослаблены. Поэтому цветоносы не такие, как бы хотелось, не огромные. Потеряли листики. Но вот большое растение, например, это у меня феррара, она потеряла листики, но уже вырастила новый, упругий, хороший листик. Здесь тоже по одному листику они потеряли, здесь я снимала листики. Видите, здесь вот немножечко еще ослабленное растение, но все равно уже растит новые хорошие листья, конечно, без признаков каких-то клещей. Мне очень хотелось вам именно рассказать на своем примере, с чем я столкнулась. Мы ни от чего не застрахованы, особенно от того, что к нам попадает извне. Поэтому бояться ничего не нужно. Нужно что-то применять, что-то делать. Бороться с этим нужно и обязательно нужно. Только у меня единственная к вам просьба. Если вы начали борьбу с клещами, ни в коем случае не бросайте на полпути. Потому что если вы бросили на полпути, например, не сделали 3 нужных обработки, а потом мы часто очень говорим, да не помогает это средство. Не помогает лишь только потому, что вы не закончили правильно обрабатывать. Особое внимание нужно обратить на то, что клещ размножается в разных условиях по-разному. Например, если у меня 27 градусов тепла в квартире, он будет от яйца до взрослого клеща проходить стадию за 7-10 дней. А если, например, у вас в квартире 18-19 градусов, то эта стадия у него увеличится. Он может эту стадию пройти за 20 дней. И если вы каждые 7 дней его будете обрабатывать, ваше растение, то это ни к чему не приведет. Вот вы должны хорошо подумать. Вдруг, не дай бог, у вас появился клещ. Измерили температуру воздуха. Нашли препарат, которым вы будете обрабатывать. Почитали внимательно инструкцию. Обычно нужно разводить. Вот, например, биокрил берем, разводим. Вот все, как написано в инструкции, так мы и делаем. Единственное, что этот препарат, что этот препарат, что вот этот препарат. Для того, чтобы не возникало привыкания у клеща, мы с каждым вторым использованием любого из этих препаратов, и даже не любого из этих, и из этих тоже, любого препарата, мы увеличиваем концентрацию раствора. То есть, если сказано нам 1 мл на литр, то в следующий раз мы берем 1 мл и еще 1/10 часть от этого миллилитра. Не надо, конечно, бояться этого клеща, надо с ним бороться. Бороться правильно, бороться системно. То есть начали борьбу, заканчиваем ее обязательно. Или это ни к чему не приведет, и у вас будут появляться новые колонии клещей, если вы не убьете все до конца. Борьба сложная, борьба долгая. Но все реально сделать. На моих растениях уже есть цветоносы, мы увидим опять цветение, и клеща на них больше нет. Так что успешной вам борьбы, в борьбе, какое-то масло масляное получается, в борьбе с клещами. Но еще я пожелаю вам того, чтобы никогда у вас его не появлялось. Это очень важно. Надеюсь, что все понятно. Если что-то вдруг непонятно в рассказе, конечно, задавайте вопросы. Я с удовольствием всегда отвечаю на ваши вопросы. И какие-то подсказки для вас, может быть, даже маленькие, но они будут для вас существенны. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!